Ты слушаешь Радио Мария. Израильская служба новостей в прямом эфире на Радио Мария. Здравствуйте. Сегодня 13 марта, четверг. Мы начинаем. Главные новости Израиля. Слушай на Радио Мария. Прошлым вечером, 12 марта, около Ариэля неизвестные открыли огонь по автомобилю 18-летнего молодого человека. Сообщается, что ЦАЛЬ проводит сейчас сканирование местности в поисках нападавших. На дорогах выставлены блокпосты, начаты рейды в окрестностях и деревнях. По предварительной информации, огонь по машине был открыт возле сельскохозяйственной фермы, которая примыкала к промышленной зоне Ариэля. Парамедики службы скорой помощи Маген-Давид-Адом оказали пострадавшему первую помощь на месте и доставили в больницу Беллинсон в Петах-Тикве. Как стало известно, машина молодого человека двигалась по направлению центра, и когда он проезжал возле фермы, появились неизвестные. И уже в начале первого ночи 13 марта появилась информация о еще одном происшествии в центре страны, в Иерусалиме. На улице Кинг-Джордж, прямо в центре Иерусалима, около банка Полим, неизвестные также открыли огонь. Пострадал мужчина 40 лет. Он рассказал, что шел с работы, а на него напали, потому что он араб. Полиция начала поиски нападавших. В настоящее время полиция разыскивает подозреваемых в совершении этого преступления, параллельно выясняя его обстоятельства, говорится в сообщении полиции Израиля. Продолжаем главные новости Израиля на Радио Мария. Пока полиция разыскивает нападавших в Ариэле и в Иерусалиме, в Тель-Авиве своя жизнь в палаточном городке. Мать заложника Матана Зангаукера Эйнау Зангаукер призывает всех в 8 утра собраться в палаточном лагере, чтобы раздать футболки и плакаты. Затем же, цитирую, «закончим встречу кофе и легким завтраком». На видео можно увидеть, что Эйнау Зангаукер начинает утро с пробежки, в хорошем настроении и в новой напечатанной футболке. חיים שלי, מה אנחנו לא נעשה בשביל החטופים? אין דבר שלא נעשה בשביל יאללה, עד אז. עכשיו! את כולם! עכשיו! את כולם! עכשיו! קדימה! מחזירים אותה! מחזירים אותה! Но уже ближе к вечеру зажигаются костры и начинаются стучания в барабаны. Добавлю, что палаточный протест возглавляет Эйнау Зангаукер, мать похищенного заложника Матана Зангаукера и одна из лидеров движения семей заложников за немедленное осуществление сделки с Хамас. Мы требуем у государства и правительства, у лиц, принимающих решения, чтобы в список следующей сделки были включены все заложники. Конец цитаты. Напомню, что в палаточном городке можно не только бесплатно переночевать, но и вкусно покушать, заняться спортом, вечером посмотреть огненное шоу с танцами и песнями. Далее к другим событиям. Международный суд проведет слушание по гуманитарным обязательствам Израиля по отношению к палестинцам в секторе Газа на фоне заявления о том, что израильское правительство блокирует доступ к гуманитарной помощи в сектор Газа. Хотя решение Международного суда ООН имеет обязательную юридическую силу, у суда нет конкретных средств для их принудительного исполнения, но они усиливают дипломатическое давление на Израиль.
В это же время медицинская благотворительная организация «Врачи без границ» утверждает, что мы, Израиль, цитирую, использовали гуманитарные потребности в секторе Газа, приняв решение прекратить оказание помощи и отключить электроснабжение в секторе. Израильские власти снова нормализуют использование помощи в качестве инструмента переговоров, говорится в заявлении. Это возмутительно. Гуманитарная помощь никогда не должна использоваться в качестве разменной монеты. В это же время медицинская благотворительная организация «Врачи без границ» не упоминает об использовании группировкой Хамас в ходе войны и до нее гражданских заложников в качестве разменной монеты. Напомню, что в преддверии текущего раунда переговоров в Дохе Израиль усилил давление, прекратив подачу электроэнергии на опреснительную установку в секторе Газа. Группа из примерно 2 десятков бывших руководителей служб безопасности Израиля недавно организовала секретный форум, чтобы выразить свою беспокойность по поводу возобновленного правительством законодательства о реформировании судебной системы, а также попыток отстранить от должности юридического советника правительства Гали Барав-Миару. В секретном форуме принимали участие большинство бывших руководителей армии обороны Израиля, Моссада, Шабак, военной разведки и полиция Израиля, которые выразили обеспокоенность тем, что новые попытки коалиции Нетаньягу ослабить судебную систему могут привести к конституционному кризису, который нанесет ущерб национальной безопасности Израиля. Кроме того, бывшие сотрудники служб безопасности намерены выступить с предупреждениями о потенциальной угрозе войны, аналогичными тем, которые предшествовали нападению Хамас 7 октября 2023 года. Генерал-майор Янив Ассор вступил в должность командующего Южным военным округом ЦААЛя, заменив генерала-майора Ярона Финкельмана, который уходит в отставку из-за своей роли в неудачах, которые и привели к нападению Хамас 7 октября 2023 года. В секторе Газа состоялась церемония передачи полномочий, в которой принимал участие и новый начальник Генштаба армии обороны Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир. Ранее же Ассор занимал должность начальника управления кадров в армии обороны Израиля. Первая задача – это полное уничтожение Хамас, говорит Ассор. Тот, кто поклялся уничтожить нас, столкнутся с сокрушительной силой и неукротимым духом солдат армии обороны Израиля. Вторая же миссия – это возвращение наших братьев, страдающих сейчас в плену, как живых, так и павших, заявил уже новый командующий Южным военным округом ЦААЛя генерал-майор Янив Ассор. Уже через несколько секунд мы продолжим главные новости Израиля. Напомню, что вся оперативная информация в телеграм-канале «Радио Нария». Подпишитесь уже сейчас. Ссылка на наш телеграм-канал будет в первом закрепленном комментарии под этим видео, или же, если вы смотрите нас по телевизору, отсканируйте телефоном QR-код на ваших экранах. Суд над премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньягу продолжается. Вчера в ходе заседания вспыхнула бурная дискуссия между премьер-министром и судьями. Это произошло после того, как судьи в очередной раз попросили адвоката Нетаньягу Амита Хадада поторопиться. Нетаньягу резко выступил против этих требований судей и сказал, цитирую, «Я протестую. 10 лет меня тащат по всем инстанциям по обвинению во взятках». Протестующие стояли на мостах и кричали «Взяточничество! Обман доверия!». Все эти 315 эпизодов разваливаются один за другим, продолжает Нетаньягу. Ради этих эпизодов взяли в заложники всю страну. Из-за них меня и всю мою семью протащили через врата ада. Но я справлюсь со всем этим и одержу победу, говорит Нетаньягу. И я имею право на еще несколько минут, чтобы показать полный абсурд каждого эпизода. Я не готов мириться с тем, что здесь происходит, сказал премьер-министр. Напомню, что Нетаньягу также обвиняют в коррупции, в том, что он брал в подарок сигары и шампанское, якобы по просьбе своей жены Сары Нетаньягу.
Сотни ультраортодоксальных студентов ешив, которые ежегодно получают десятки миллионов шекелей из государственных фондов, были сняты вчера вечером на видео, когда они радостно пели о своем отказе вступить в израильскую армию, цитирую, «неверных». Студенты присутствовали на свадьбе своего однокурсника в поселении Маале-Адумим и после этого заполонили трибуны возле зала, чтобы спеть. «Мы не верим в правительство неверных и не пойдем в их армейские призывные пункты», пели участники вечеринки. Как это было? Давайте посмотрим. Служба скорой помощи Маген-Давид-Адом сообщила о дефиците донорской крови, который может привести к перебоям с ее поставками в больницы и ЦААЛЬ в случае чрезвычайной ситуации. В Маген-Давид-Адом обеспокоены тем, что во время праздника Пурим будет крайне сложно найти доноров. В связи с этим Маген-Давид-Адом уже сейчас вынуждена сократить количество донорской крови, поставляемой в больницы. Маген-Давид-Адом отмечает, что не существует заменителей донорской крови, что каждая порция, полученная от донора, может спасти жизнь. Уточнить адрес пункта сбора в том или ином городе можно на сайте Маген-Давид-Адом. Полиция Израиля обнаружила и конфисковала еще несколько незаконно везенных обезьян и львят, которые были замечены на видеороликах, распространявшихся в социальных сетях. Один львенок был найден в южной бедуинской деревне. 2 обезьяны были найдены в соседнем городе Тель-Шева. Позже еще один львенок был найден в центре Израиля. Также полиции удалось обнаружить и 2 обезьян. Животные были переданы на попечение Управления природы и парков Израиля, которое впоследствии перевезет их в приюты для дальнейшего лечения и медицинского обследования. Глава Департамента охраны дикой природы сообщил, что животные не подходят для выпуска обратно в дикую природу из-за травм, полученных ими в неволе. Напомню, что полиция Израиля начала расследование после того, как в интернете появились видео, на которых видно, как люди управляют транспортными средствами с экзотическими животными. Сотрудники полиции комментируют, что продолжат усилия по поиску подозреваемых и спасению животных. Внимание! Мошенники в интернете, которые делают новости Израиля. Мошенники используют обложки видео, которые очень напоминают обложки канала «Радио Нария». Также воруют названия видеороликов. Обратите внимание, на оригинальном канале «Радио Нария» на обложке видео написано, что это «Радио Нария». Если вы увидели похожую обложку без этой надписи, это мошенники. Не смотрите фейки и ложь. Ну а фейковые каналы новостей Израиля в ближайшее время будут заблокированы. Каждый из вас уже сейчас может поддержать Радио Нария. Напомню, что 80% наших зрителей смотрят YouTube-канал Радио Нария без подписки. Подпишитесь уже сейчас, нажмите на кнопку «Подписаться». Также под этим видео нажмите на палец вверх, если видео вам понравилось, или же на палец вниз, если видео не понравилось. Оставьте свой комментарий. Также благодарность и нашим спонсорам. Их имена сейчас на ваших экранах. Израильская служба новостей «Радио Нария» желает вам хорошего дня. Уже завтра, в пятницу, 14 марта, в 6 часов утра по Иерусалиму, мы снова в прямом эфире. Вы должны знать правду. До встречи.